Привет, друзья! Каждый человек, живший когда-то в Узбекистане или гостивший в этой прекрасной стране, с ностальгией и особым теплом всегда вспоминает блюда узбекской кухни. Особое почетное место среди огромного разнообразия знаменитой на весь мир блюд занимает самса. Предлагаю вам рецепт настоящей, оригинальной, очень вкусной слоеной самсы. Режу на небольшие кусочки мясо. У меня молодая баранина. Мясо нужно обязательно резать вручную. Пусть это займет немного дольше времени, чем использовать фарш, но зато это будет очень вкусно. Я вам гарантирую. А приправы здесь самые обычные. Это соль, черный перец, молотый кориандр и зира. Зиру обязательно нужно слегка перетереть, чтобы раскрыть весь ее аромат. Руками прямо мну мясо с приправами. Для самсы мясо лучше хорошо промариновать, поэтому оставлю мясо в холодильнике на сутки. В этот же день делаю тесто слоеное. В муку кладу соль и воду. Замешиваю довольно-таки крутое тесто, как на пельмени. Накрываю тесто тарелкой и оставлю на 20 минут, чтобы оно хорошо отдохнуло. Через 20 минут делю тесто на две равные части. Формирую их в шар. Одну часть пока убираю в пакет, чтобы не обсохло, а пока я буду работать с другим. Кулачками давлю шар в лепешку, присыпая при этом мукой. Стараюсь сделать ее потоньше, чтобы легче было потом раскатывать. И затем беру скалку и раскатываю ее как можно тоньше. Можно, конечно, тесто раскатать в прямоугольник, но я раскатываю круг. Если тесто тяжело раскатывается, то лучше дать ему отдохнуть на 5-10 минут. Затем продолжать раскатывать. После расстойки теста легко тянется. Раскатала я так две лепешки и смазываю первую лепешку растопленным маслом, тонким слоем. Поверх нее кладу вторую раскатанную лепешку и также смазываю ее тонким слоем. Беру концы лепешки и сворачиваю плотно в рулет. Таким образом получается очень много слоев, и самса будет очень мягкой и хрустящей. Присыпаю мукой колбаску из теста и сворачиваю ее в улитку. Кладу затем в пакет и убираю в холодильник на сутки, как и мясо. Увидимся на следующий день. Перед готовкой самой самсы режу тонко лук. Лука не жалеем, он придаст начинке сочность. Солю лук и хорошенько перемешиваю начинку. Все, начинка готова. Тесто для самсы режу на небольшие кусочки, весом примерно 50-60 грамм. Это золотая середина. Кто-то любит маленькие самсушки, кто-то большие. Каждая хозяйка сама решает, какого размера сделать самсу. Каждый кусочек надавливаю посередине ладошкой, затем раскатываю скалкой. Раскатала таким образом все лепешки тонко. Теперь можно формировать самсу любой формы. Кладем начинку посередине, так как мясо постное, добавляю курдючный жир, накрываю начинкой жир и закрываю тесто в форме капли. Обязательно делаем нахлест побольше, чтобы начинка при выпечке не вывалилась. Собираюсь попробовать испечь самсу в казане, как в тандыре. По рецепту казан сильно нагревают с крышкой. Укладываю самсу на горячую крышку. Смазываю яйцом сразу
и посыпаю затем кунжутными семенами и черными семенами тмина. А вот теперь по рецепту с интернета нужно накрыть крышкой казан. Это, конечно, нелегко было, очень горячо. И упс, все упало. Да уж, конечно, расстроилась, но не стала повторять ошибку, а испекла своим традиционным методом, то есть духовки. Поэтому ни за что не ведитесь на такие лайфхаки, лучше в духовке испечь самсу, если собираетесь готовить дома. Ничем не хуже, чем в тандыре, а даже лучше. Пишите свои комментарии, друзья, по этому поводу, ставьте лайки. С вами была Наталья. Пока-пока!